Думаю, это одно из самых красивейших мест Сербии, поэтому смотрите обязательно. Ну вот, как я и обещала, мы снова едем на Стару Планину, чтобы дальше исследовать Арбинье. Едем из Ниша в сторону села Дойкинце. Моя рекомендация, когда вы поедете на Старую Планину, потратьте лишних 15 минут, но выберите маршрут, проходящий через Градиштанский каньон в ущелье Сичево, где скалы настолько впечатляют, что заставляет сердце замирать. 5,5-7 километров, из них 1 километр тоннелей количеством 13 штук. Там наверху проходил римский путь. Дорога сохранилась, и там есть обзорные. В прошлый раз я говорила, что на Старопланине со стороны села Дойкинцы огромное количество водопадов. Мы уже здесь посмотрели водопады Туповицу, Драгонов Вир, Яришор, почти дошли до Йовички камень. Сегодня мы приехали, чтобы пройти дальше долиной до Киначки реки, чтобы увидеть живописный водопад Трикладенца, который течет между мохнатых елок и срывается по отвесной скале. Мы будем пропускать многое до того момента, где мы уже были, поэтому если строите маршрут в этих местах, посмотрите предыдущее видео, я ссылки оставлю. Снова оставляем машину недалеко от водопада Туповица, иначе маршрут бы наш составил 30 километров. Я боялась, что мы не успеем. Сегодня 5 апреля, световой день еще короткий. Уменьшим наш маршрут на 10 километров. Пройдем только 20. Тропа немного поменялась, воды стало значительно больше. Сейчас активное таяние снега. Куда ни глянь, журчит, бежит, капает, сочится вода. Для автомобиля с хорошей проходимостью эта грунтовая дорога вполне подходит, но некоторые машины пониже сегодня разворачиваются. Да и правильно, испытание сегодня и для обуви. Сейчас самое время цветения крокусов. А еще мы насобирали черемшу, которая нам пригодится позже для приготовления супа. Водопад Яришор во всей красе. В прошлый раз не удалось его хорошо снять, так как боялась подойти, было много снега и невозможно было понять, где начинается река. Можно было провалиться. Пока мы отвернулись, Данил уже придумал себе игру. Что может быть интереснее, чем построить что-нибудь из грязи? А вот и слияние водопада Йовички камень с рекой Дойкиначка. До него нам в прошлый раз не удалось дойти. Он находится примерно на высоте 1650 метров над уровнем моря. Как же красиво, не правда ли?
Чем дальше мы уходим, тем более интересный рельеф, тем красивее. Родник ладно водится. Трубочки в стене, которые помогают собирать воду для удобства. Здесь находится беседка, куда мы вернемся, чтобы приготовить обед. Сразу за ней развилка, нам направо. Дальше начинается жесткий тест для мембраны ваших ботинок. Мои держались где-то километр, потом я наступила на траву, под которой пряталась водичка до щиколотки. Но впереди нас ждет снега по колено, а на обратном пути дождь. Поэтому все норм, просто продолжаем наслаждаться природой. Класс. Идите, я буду снимать, как вы будете падать. Тропа комфортная, набор высоты 700 метров, но он практически не ощущается, а сам водопад находится на высоте 1750 метров над уровнем моря. Он до сих пор не измерен. Впервые его сфотографировал Драгован Стоядинович Суле в 2010 году для своей книги «Водопады Сербии». Но, я думаю, он не меньше водопада Туповица, на взгляд так метров 20. Три кладенца. Слово «кладенец» соответствует русскому слову «колодец» и означает «холодный источник». И, судя по карте, рельеф очень похож. Посмотрите. Читаются 3 ступеньки, 3 скалы. Видимо, они организуют скопление воды, поэтому название «колодец».
Начался дождь, и нас спасла беседка, которая находится на развилке. Приготовим суп из копченой грудки, сушеных овощей, лапши типа подровка и самый главный акцент, придающий этому блюду неповторимый вкус – это черемша, собранная здесь же в Арбинье. Ну и что, я обожаю бекон. Данил греется в фольге, незаменимая вещь в походе. Место занимает мало, ничего не весит, а польза неоценимая. Покупали на Алиэкспресс. Айдар, как настоящий походник, знает, что мох всегда справляется с грязной посудой. Вот и дождь прервался, самое время идти. На обратном пути отвели душу, еще насобирали черемши. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи в горах. Чао!